В мире современных нанотехнологий и прецизионных станков ЩПУ существует удивительный парадокс. Многотонное автоматизированное оборудование стоимостью в миллионы долларов не способно достичь своей финальной точности без простого человека, держащего в руках кусок закаленной стали. Этот процесс называют шабрением, и он бросает вызов всей современной технике. Но в чем же заключается истинный секрет этой победы человеческой руки над бездушными машинами? Чтобы понять это, необходимо заглянуть в микромир сопрягаемых деталей. Шабрение – это тончайший процесс микрорезания, при котором мастер соскабливает с металлической поверхности тончайшие слои стружки толщиной от 1 до 20 микрометров. Операция выполняется вручную или с помощью механизированных инструментов и позволяет довести плоскостность сопрягаемых деталей до поразительных 2 микрон на метр длины. Однако возникает закономерный вопрос, почему обычное высокоточное шлифование, кажущееся идеальным, на самом деле часто губит точность узлов трения, заставляя направляющие изнашиваться в разы быстрее. Координатное шлифование кажется быстрым и технологичным решением, но физика процесса беспощадна. Локальный нагрев при шлифовке вызывает прижоги, микротрещины и остаточные напряжения. Более того, при зажиме крупной детали на магнитном столе возникают упругие деформации, и после снятия заготовки плоскость неизбежно коробится. Но геометрические искажения после релаксации металла – это лишь полбеды. Каким образом идеально гладкая шлифованная поверхность провоцирует опасный трибологический эффект, способный полностью заклинить подвижный узел? При сопряжении 2 идеально гладких шлифованных поверхностей под высокой нагрузкой возникает явление, известное как стик-слип, или прерывистый скачкообразный ход. Смазочный материал просто выдавливается из зоны контакта, вызывая сухое трение и микросварку металлов. Станок начинает двигаться рывками, сводя на нет точность позиционирования. Чтобы разорвать этот разрушительный круг, необходимо кардинально изменить саму топологию контакта, создав в металле особый микрорельеф. Из каких же элементов состоит этот смазочный узор? Шабрение решает проблему трения за счет создания уникальной структуры поверхности. На ней формируется сетка несущих опорных островков, окруженных микроскопическими лунками. Эти впадины работают как капиллярные масляные карманы, удерживающие смазку под давлением и предотвращающие сухое трение. Параметры этого рельефа строго оцифрованы, глубина впадины и объем удержания масла рассчитываются математически. Но удивительно то, что логические основы этого микроскопического чуда были заложены задолго до появления современных трибологических теорий, благодаря одному гениальному инженеру. В 30-х годах XIX века молодой английский механик Джозеф Уитвард, работая в мастерской Генри Модсли, осознал несовершенство финишной доводки деталей. В то время плоскости притирали свободным абразивным порошком, что вызывало шаражирование, внедрение зерен абразивов в поры металла, ускоряющее износ в разы. Уитвард предложил отказаться от притирки в пользу холодного ручного соскабливания стали. Пытаясь найти метод создания абсолютно плоского эталона без внешних ориентиров, он разработал гениальный алгоритм саморефлексии. Этот алгоритм вошел в историю как метод 3 плит, поочередно сопрягая и шабря 3 независимые заготовки в строгом циклическом порядке. Уитвард доказал, что накопленные погрешности, выпуклости и вогнутости взаимно компенсируются. Так родилась концепция самореферентной точности, способность создавать идеальную геометрию с помощью изначально несовершенного инструмента. Данное открытие позволило Уитварду совершить промышленную революцию и установить стандарты, масштаб которых поражает до сих пор. Уитвард создал первую измерительную машину, фиксирующую 1 миллионную долю дюйма, и разработал первую в мире национальную систему резьбы с углом профиля 55 градусов. Его стандарты легли в основу бурного развития железных дорог и прецизионного машиностроения. Эти фундаментальные принципы выдержали испытания веками.
Сегодня уникальное знание ручной доводки направляющих объединяют профессионалов в закрытое сообщество, где практический опыт ценится на вес золота. И говоря о поиске такой эксклюзивной экспертизы, хочется отметить следующее. Шабрение – это не просто выравнивание отдельной детали, а создание точной кинематической связи. При сборке суппорт или установке шпиндельной бабки технолог сталкивается с тем, что детали должны быть не просто плоскими, а строго параллельными или перпендикулярными осям вращения станка. Шабрение под сопряжением позволяет скорректировать микроскопические перекосы всей сборки непосредственно на станине. Но как измерить и зафиксировать качество этой тончайшей работы, когда счет идет на микроны? Кстати, у меня есть закрытое Boosty сообщество, где мы разбираем все темы, которые есть на канале, очень подробно. Заходи, ссылочку оставлю в первом закрепленном комментарии и описании, нас уже много. Для контроля качества шабрения используется строгий метрологический стандарт, известный как плотность пятен контакта. На площади квадрата размером 25 на 25 мм подсчитывается количество окрашенных опорных точек. Для станков общего назначения нормой считается от 8 до 15 пятен, а для прецизионных механизмов этот показатель увеличивается до 30. Каким же инструментом мастер совершает это микроскопическое чудо, требующее колоссальной износостойкости режущей кромки? Главным оружием в борьбе за точность выступает шабер. Его конструкция проста, но эффективна. Металлический стержень с установленной режущей пластиной. В зависимости от типа поверхности применяются плоские, трехгранные или фасонные шаберы. Черновые работы требуют широких лезвий, а финишные – сверхузких пластин. Для обработки твердого закаленного металла используются сверхтвердые сплавы марок ВК6ОМ и ВК10ХОМ. Но просто закрепить твердосплавную пластину недостаточно, ведь ее геометрия подчиняется строгим математическим правилам. Режущая кромка шабера затачивается под углом около 93 градусов и обязательно имеет едва заметный радиус, чтобы острые углы инструмента не врезались в металл и не оставляли глубоких борозд. Шабер устанавливается как обрабатываемой поверхности под углом от 15 до 25 градусов, что обеспечивает угол резания более 90 градусов. Инструмент соскабливает микроскопическую стружку, не зарываясь вглубь детали. Но как мастер обнаруживает те самые невидимые глазу выступы, которые нужно соскоблить? Для визуализации неровности применяется метод окрашивания. На эталонную плиту наносится тончайший полупрозрачный слой краски – берлинской лазури, красной охры или японского пигмента коментайн, разведенного с маслом. Проверяемая деталь притирается к эталону, и краска переносится на выступающие микронеровности, окрашивая их в синий цвет. Мастер протирает деталь только рукой, так как любая ветошь оставляет невидимый ворс, искажающий картину отпечатка. Но физическое исполнение этого процесса на Востоке переросло в настоящую философию движений. В восточной традиции ручное шабрение, именуемое кисагэ, это не просто монотонный физический труд, а двигательная практика, схожая с боевым искусством. Мастер генерирует усилие резания, превышающее 100 ньютон не силой рук, а движением бедер и ног, сливаясь с инструментом в единое целое. Это воплощает философию Чи Цзин Хэ – единство знания и действия. Однако даже совершенная биомеханика бессильна, если измерительный эталон, по которому ведется контроль плоскости, деформируется под собственной тяжестью. Для контроля длинных направляющих применяются поверочные линейки типа верблюжий горб. Их сложный арочный профиль с внутренними ребрами жесткости разработан специально для компенсации упругого прогиба от собственного веса линейки. Физические тесты доказывают, что такая конструкция прогибается в 10 раз меньше обычной плоской линейки. Это критически важно, ведь иначе мастер просто скопировал бы деформацию эталона на станину. Но можно ли обеспечить этот изнурительный ручной труд с помощью современных средств механизации?
На помощь мастеру приходят электрические шаберы, преобразующие вращение двигателя в возвратно-поступательный ход лопатки. Промышленным эталоном здесь являются аппараты марки Beax. Чтобы исключить физическую утомляемость при многочасовой работе, тяжелый электрошабер подвешивают на специальной пружинной подвеске крана. Вес инструмента компенсируется, и мастер лишь направляет его легкими движениями. Эта технология позволяет выполнять сложнейшие ремонты. Как это происходит на практике при восстановлении геометрии, к примеру, токарного станка? При восстановлении токарного станка технологический процесс требует филигранной точности. Сначала шабрением выравниваются базовые плоскости суппорта и станины, затем исправляют положение задней бабки, используя прецизионные дед-центры. Для регенерации изношенного конуса Морзе в пеноле финишную развертку зажимают в 4-кулачковом патроне, центрируют индикатором и продвигают вручную. Но когда длина обрабатываемой станины превышает десятки метров, технолог сталкивается с фактором космического масштаба. При выравнивании станин тяжелых продольных, фрезерных или строгальных станков длиной более 10 метров прецизионные уровни начинают фиксировать кривизну самой планеты. Геоид Земли отклоняется от касательной линии горизонта на 30 миллионных долей дюйма на каждый фут длины. На станине длиной 20 метров погрешность нивелирования составит уже более 1 мм. Без математической компенсации этого прогиба станок будет деформирован. Но способна ли современная робототехника полностью заменить живого мастера? Наука приблизилась к автоматизации шабрения с использованием промышленных роботов. Современные ячейки сканируют поверхность лазерным профилометром, строят трехмерную B-сплайн модель и адаптивно ведут инструмент по нормали к реальной поверхности с погрешностью всего 36 микрометров. Инерционные помехи и дрейф датчиков на запястье робота компенсируются в реальном времени управлениями Ньютона-Эйлера и спайковыми нейронными сетями. Но означает ли это, что эра человека у станка окончательно завершена? Полная замена человека роботов на финишном этапе практически невозможна. Будущее прецизионного машиностроения лежит в концепции гибридного взаимодействия союз человека и искусственного интеллекта. Искусственный навигатор через очки дополненной реальности указывает точные места дефектов. Робот выполняет тяжелую черновую работу, но финальный, решающий проход делает человек. В этом союзе тактильного опыта и цифровых технологий вновь оживает древняя истина о единстве знания и действия. Только прочувствовав металл руками, можно заставить его работать с идеальной точностью. У меня на этом все, друзья. Если понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, дизлайк. Переходите на мой Boosty канал. И всем добра. Пока-пока.